Вот и надо было так взбодрить меня с самого утра. Всем привет, вы на канале Квартирюа. Короче, я протестировал один интересный билд. Я вам сейчас постараюсь показать. Конечно же, как обычно, с перестройкой. То есть, я человек простой. Бьют, бери. О, дают, бери. Бьют, беги. Короче, что это будет за синергия? А вот давайте вы просто посмотрите. Я не буду, как вам бы, спойлерить, грубо говоря. Я жрецов возьму со старта, может быть, у меня получится через Зустрик сыграть. А может, и не буду жрецов собирать. Не знаю, тут уже как оно пойдет, и от этого же буду отталкиваться. Что мне вообще нужно для моего билда? Мне нужен... если я сейчас начну говорить, то я как бы спалюсь в том, что хочу вам показать. Ну, короче. Стартовать я, наверное, буду, как обычно, либо же через мехов, либо же через орков, либо же через охотников. То есть, один из билдов. Либо же можно вообще через рыцарей. Либо же через магов. Короче. Ух ты, ух ты! Так, тренд мне нужен. Мне по-любому нужен тренд. Мне нужен гоблин. Я чуть не провтыкал время. О, кристалл маны. Отлично. В принципе, шикарно. Так, монеточка плюс одна. Мираночку мы возьмем. На самом деле, надо было, наверное, панду взять. Все-таки что-то я немножечко протупил. Надо было недолго думать, а просто взять, продать вот этого жреца, купить себе еще панду, сверху поставить вместе с трентом и гоблинами, и было бы все замечательно. И был бы шанс, что у меня придет какая-то банда. Но сам виноват. Ух ты. У меня 3 охотника есть билд. У меня есть билд 3 охотников. Так это замечательно. Ух ты, арканцы по-любому берем. По-любому берем. Для моего билда, который я хочу вам показать, арканцы это прям то, что мне надо. Прям то, что доктор прописал. Поэтому арканцы мы берем. По-любому берем. На самом деле, я думаю, лучше Мирану поставить. Поставлю ей блинк, чтобы она в самый угол прыгала. Я думаю, будет все четко. В идеале, конечно, бы еще цемку взять. Ой-ой-ой. Не, у меня не получится здесь выиграть раунд, к сожалению. К сожалению, не получится у меня выиграть здесь раунд. Здесь я 100% проиграл, и тут даже гадалки не ходи. Тут у чувака 2 резака, просто мясорубка, грубо говоря. А у меня не такой сильный билд, плюс у него баф гоблинов еще. Ну, короче, у него просто сильнее сейчас персонажи, фигуру. Если бы у меня тренд был в двойку, то у меня были бы огромные шансы на победу. Но так как у меня нет тренда в двойку, у меня шансы на победу, ну, будут вот такие. Вот бы гоблин мне пришел сейчас в двойку. Зато Муэрта пришла. Так, Муэрту мы берем. Муэрту мы берем. Возможно, через эльфов получится сыграть. Или же не берем. Наверное, я все-таки продам. Возьму уровень, поставлю Мирану. Мне больше нравятся охотники. Но так как, в принципе, охотники сейчас со старта идут, поэтому я, в принципе, что правильно, могу сыграть через охотников. Ну, наверное, блинк пока я не буду скипать. На самом деле, можно было бы скипнуть этот блинк. И я кристалл маны перекину сейчас в этого орка, чтобы он сразу за кабанчика присумонил. А тот чел на нежити уже стартует. Ну, дефолтная ситуация, когда чел на нежити стартует. Не удивлен, ни грамма не удивлен, если честно. Так, ну нежить здесь наказана. Отлично. Прекрасно. Тут есть нежить. А это значит, я вам смогу показать. Тот секретный билд, который я хочу вам показать, он должен развалить синергию нежити просто в хламину. Ну, естественно, там есть свои как бы нюансы, что не может, ну, может не развалить. Но, в принципе, один айтем я уже получил, который будет разваливать эту синергию просто в хлам. Ну как? Скажем так, это одна из частей того, что будет разваливать синергию нежити просто в хламину. Плюс у меня еще есть тренд ранее. Если бы он еще в тройку собрался ранее, было бы вообще так замечательно. Еще бы эльфов сверху собрать в 9 штук вот со старта, было бы идеально. Но так как у меня есть охотники, в принципе, грех жаловаться. У меня сейчас довольно-таки сильный билд. У меня есть хорошие 2 танка. Есть еще, конечно, вот этот орк. Не, наверное, на следующий раунд я все-таки попробую сейчас скипнуть блинк. Потому что иногда может Муэрта сейчас запрыгнуть в такую опу, что просто мы обалдеем здесь все вместе. Ее так там отмудохают. Родная мама не узнает. Я выиграю здесь или проиграю? Бей. Души. Ну души. Давай. Не, ну давай, Муэрта. Я верю в тебя. Бей. Еще. Еще пару выстрелов. Все, отлично. Здесь его вынес. Я просто не хочу особо сейчас проигрывать. Мне надо наоборот побольше побеждать.
Так у меня сейчас 6 охотников, если старта, да, получается? А, не, нету. Или есть? Ага, есть. Только мне тренда надо скипнуть, и мне нужен уровень, а не могу. Ладно, колечко я все-таки скипну. Или не скипну. Вообще надо скипнуть, мне мана плюс 40 надо. Я просто поставлю ее в середину, поставлю ей Арканце, она будет сразу перевоплощаться со старта, плюс массовую ману давать. То есть там будет прям замечательно все. Но факт, не факт то, что мне выпадет эти Арканцы. Ой, Арканцы. Этот кристаллик мана плюс 40. Не факт. Ой, далеко не факт. Не, ну понятно, тут я проиграл, тут у чувака двойки. Прям лютые. Еще агр сработал, меня Муэрта просто не смогла даже бить. Даже перевоплотиться она не успела. Ладно. Отлично. На самом деле, вот этот вот охотник, это просто такая лютая тема для моего билда, которую я хочу вам показать. Он для этого и создан, как бы, этот охотник. Но я думаю, уже, знаете, предпосылки я вам все сейчас озвучил. Абсолютно все. Поэтому, я думаю, уже многие догадались. Вот давайте так. На вот этом вот моменте, который сейчас, хотя вы по превьюшке можете понять. Короче. Не, ну по превьюшке вы все-таки можете понять. Это, то, что я сейчас говорю, это будет, ну, такой себе байт на комментарии. Взять чуть-чуть уровня, наверное, надо. Да, я, наверное, возьму чуть-чуть уровня. И поставлю 6 охотников. Все-таки в 6 охотников я больше верю. Так, арканцы надо перекинуть, правда. Как-то так расстановку пока что сделаю. Вот этот охотник зверя, мне нужно, чтобы он в тройку пришел. Он придет в тройку, у меня просто будет все замечательно. Тут, я так понимаю, орк-бог собирается. Боги-орки будут. Ну, в принципе, боги-орки не зазорно собирать, потому что в текущей мете боги-орки довольно-таки неплохо спомогают против этой... У меня просто нецензурная брань на языке крутится, чтобы сказать по поводу нежити. Вот это да. Так, Тракса, ты мне не нужна. Апать я тебя, наверное, не буду. А что, наверное, я, скорее всего, не буду тебя апать. Ману отдам сейчас в эрке, чтобы массовая мана была. И, соответственно, когда ВРК будет давать ману массово, то у меня баф пойдет и на Мирану, и на снайпера, и на ВРКу, и на этого орка. На самом деле, мне Тракса не нужна. Мне ее надо продать, наверное, все-таки собаку тут купить. Ну, вон там Димас собирает нежить себе, ну, дефолтно. Зачем думать? Зачем думать, когда можно просто собирать в каждой игре нежить и занимать сейчас топ-3, потому что это топ-мета сейчас текущего патча. Но в самом деле, если бы люди хотели контрить нежить, я уверен, что если бы хотели, то бы они просто взяли бы эту нежить, развалили бы в хлам. Ну, кстати, раунд я выиграл, я купил собачку, она мне нужна. Гримтач. Как бы круто то, что Гримтач пришел. На самом деле, у меня довольно-таки хороший стол, поэтому я на экономику сейчас особого внимания не обращаю, из-за того, что у меня просто хороший стол. Сейчас я, наверное, попробую колечко скипнуть. Да, вот. Боже, как хорошо. Отлично. Просто замечательно. Сейчас сделаю грамотную расстановку немного. Потому что, во-первых, мобы. Это раз. А два, на следующие раунды мне все равно нужно расстановку делать более лучше. Желательно, чтобы мне сейчас рок упал. Рок на суммона. Это будет вообще идеально под мой билд, который я хочу показать. Я думаю, уже многие догадались, какой билд я все-таки хочу собрать. Вот, давайте так. Кто не понял по превьюшке, кто не понял в целом, то байт на комментарии, ребят. Байт на комментарии, скажите мне, догадались ли вы, какая будет синергия, какой будет билд в целом сейчас в этой каточке. Ну, я, конечно, надеюсь, что получится. Ух ты. Не, ну, брошку мы берем. Брошку мы берем, но пока отдаем ее выдре. Отдаем это выдре. Потому что он у меня в двойку. Он будет больше всех дамажить сейчас на данный момент. Вроде бы расстановка у меня более-менее хороша. Жалко, конечно, Муэрта в двойку не пришла ранее. Пришла бы она ранее, было бы вообще просто песня. Была бы просто песня. Кстати, ребят, кто сейчас смотрит ролик, то, возможно, сегодня у меня будет стрим. А по поводу стрима я напишу в телеграм-канале. Телеграм-канал закреплен, если что, в комментариях. Когда, во сколько и тому подобное, я напишу в телеграме. Поэтому, ребят, кто не подписан на телегу, обязательно подпишитесь. Это раз.
Второй у нас там есть чат комьюнити. Третий, я веду там свой небольшой личный блог, то есть пишу, что там у меня происходит, что там в целом по игре такие интересные моменты и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Ну и, соответственно, по поводу стримов тоже пишу там. Вот. Сложно иногда озвучить информацию, при этом еще и думать, как мне поступить в текущей катке, что собирать, анализировать бой в целом. Но тут я вижу, реально хочет собраться бог-орк. И я вижу, там собирается сейчас воин. Вот то, что там собирается воин, для меня это вообще не радость. Это очень плохо для меня. Нежить-то ладно, я думаю, все-таки я смогу ее пережить. Она еще не на винстрике, поэтому мне намного проще против нее играть. Хотя я думаю, что в скором времени она будет на винстрике. В скором времени. Надеюсь, конечно, нет. Я надеюсь, ее просто будут обсыкать сейчас по максимуму, но, как говорится, надежда умирает последней. Надеяться на это очень трудно, но не невозможно. Отлично. Короче, для моего билда мне сейчас нужен рок на сумоны, который дает плюс 100% скорости атаки сумоном. Вот такой мне рок нужен. Это будет замечательно. Ну и Муэрта в двойку желательно сейчас, чтобы она уже пришла. Ну, снайпер тоже, кстати, неплохо, то, что он пришел. Снайпер это хорошо. Я бы даже сказал, это отлично. Это просто шикарно. Но лучше всего, чтобы Муэрта пришла. Снайпер, конечно, это хорошо, но лучше всего, чтобы была Муэрта. Не хочу снайпера сейчас далеко ставить, из-за того, что раконцы не буду доставать. Все-таки у него как-никак, но у него есть небольшой нюк со скилла. Хотя он там, ну, сколько, полсекунды чилит. Да, не достает, надо ближе ставить. К сожалению, не достает. Ну что ж, как-то так сделаем сейчас расстановку. Я думаю, это будет не ошибка такую расстановку сделать. Ну да, отлично. Да. Боже, мне так нравится охотниками играть со старта, особенно когда они приходят. Очень много импакта вносят охотники, очень. Так, возьмем вот этого оленя. Оленя вместо Мираны, потому что Мирана такая себе олень, он, грубо говоря, танк. Какой, грубо говоря? Это танк. Вот. Проанализировал сейчас свою сборочку, которую планирую. Скажем так, немножечко спойлернул только что, когда нажал на одну из синергий. Я думаю, уже многие догадались по моим фразам, какую синергию я хочу все-таки собрать. Там у чувака винстрик, надеюсь, я ему его собью. Вот то, что воин собирается, конечно, меня вообще не радует. Воин это такая заноза будет для моей синергии, которую я хочу собрать. Но зато воины идеально контрят нежить. Нежить. Да, в принципе, многие сборки идеально контрят воины. Так, отлично, пришел апгрейд. Кого ж мне стоит убрать? Наверное, Тускара стоит продать. Траксу стоит продать. Наверное, просто Траксу продам. Мне Тракса не особо нужна, поэтому нет. Поиграем так пока что. Кстати, я забыл самое главное. Сейчас расстановку немножко поправлю. Вот так вот как-то сделаю. Забыл самое главное. Если же сегодня будет стрим, то у меня будет стрим с подписчиками. Поэтому, ребят, не забудьте. Ну, все правильно. Так вот, я немножечко отвлекся, сори, я тут немножко подумал, ну, грамотно я все делаю или нет, то есть правильно или нет. Так вот, сегодня будет у меня стрим с подписчиками, мы создадим лобби и поиграем 2-3 каточки. И, в принципе, вот такой вот будет стрим. Я думаю, будет весело и интересно. Это будет довольно-таки необычно. Я давненько хотел такой стрим реализовать, но не было настолько много народа на стримах, поэтому... Поэтому рок войны упал. Отлично. И арканцы, конечно, упали. Лучше бы я, наверное, арканцы взял, но рок войны тоже имбалансный предмет. Когда увидите мою синергию, которую я захочу показать вам в этой каточке, то напишите вот мне в комментариях, что вы думаете. Правильно ли я поступил, что скипнул сейчас еще одни арканцы и взял рок войны. Мне очень-очень интересно услышать ваше мнение. Но я думаю, не зря все-таки это сделал. По крайней мере, я надеюсь на это. Но если все-таки зря, то будет обидненько. Там шаманы еще собираются у чувака. У меня винстрик есть. Главное, чтобы мой винстрик не сбили. Если забьют мой винстрик, это будет просто слезы. Так, вот нежить пришла ко мне. Но нежить, скорее всего, меня сейчас вынесет. У меня довольно-таки не очень сильный стол.
Или не вынесет? Или не вынесешь? Боже, какой же это мед. Просто это мед. Как мне нравится. Вы просто... Ну, я думаю, многие сейчас меня понимают, когда вы выносите нежить, сейчас просто ее обсекаете, грубо говоря. Ну, как грубо говоря. Просто выносите нежить, просто мед на душе. Вот, ну, мед, да. Мне особенно нравится, когда нежить отлетает там в топ-5, топ-6. Потому что ребята реально разучились играть. Ребята реально перестали думать, вот... Ну, короче, я думаю, вы поняли меня, о чем я говорю. Вот это вот слово паразит, я думаю, вы меня поняли. Вот это вот слово паразит, оно меня немножечко бесит. Надо его из своего лексикона убирать. Я думаю, оно и у вас уже немножечко надоело. Задолбало, так говорится, по полной программе. Боже, как хорошо через охотников со старта я сейчас стартанул. Обычно, когда ты собираешь так вот 6 охотников, тебе потом так по лицу прилетает. Вау! А вот это сильное заявление. Так, ставим Трента, я думаю. Или лучше охотника. Или лучше Трента. Не, я, наверное, все-таки Трента поставлю. Или собаку лучше поставить. Трент классный танк. Но просто собака даст мне 15% урона к атаке. А я играю на охотниках сейчас. А еще там чуваку сбили винстрик. Какая падла это сделала? Это мой был винстрик. Кто из вас это сделал, признавайтесь. Скорее всего, вот это нежить сделала. Ну ничего, это вам аукнется, ребята. Зря вы это сделали, вы просто разбудили сейчас такого зверя. Просто готовьтесь. Готовьте свои опы, я иду к вам. А, ну и плюс, смотрите, собака, когда суммонит, точнее перевоплощается, у нее больше хп становится, соответственно, есть 2 собаки на суммона. То есть тот билд как раз, когда я и хочу. Боже, как мне нравится один персонаж в орках. Такое все пришло. Мне нравится очень сильно один персонаж в орках. Взять плюс 40 маны. Наверное, да, я возьму все-таки плюс 40 маны, либо же попробую что-то скипнуть и посмотреть. Может, придет что-то получше. Но, в принципе, надо плюс 40 маны, наверное. Или шкатулку. Нет, ну ладно, плюс 40 маны. Чтобы собака быстрее перевоплощался, больше юнитов, быстрее урон наношу и все такое и так далее. Так вот, мне очень сильно нравится охотник-орк. В целом, сам по себе. Особенно, если вам на 3-м раунде приходит рог войны, который ускоряет суммоны. Это просто... Это такой жесткий орк. У него, во-первых, минимальная КД на суммоны. И этот кабанчик, он очень мощный. Во-первых, у него хорошая тычка. У него замедление стычки. У него нормальное так, количество хп. И помимо вот этого вот всего, он реально душит. Плюс еще и кабан под рогом войны, ну, вот, выносит, будь здоров. Там гадалки не ходи, насколько это мощно. Тут, кстати, чел собрал уже солнечного. Короче, он самал. Вот это я сказал. Он, короче, собрал сейчас себе шамана в двойку, который фиолетовый. Чтобы вы понимали, я такого шамана собрать очень долго не могу. А чувак просто его взял так, ну, на одном дыхании собрал. Я удивлен. Неплохо. Тут, ну, тут орк-шаман будет собираться, да, если я правильно понимаю, или бог-орк. Короче, что-то такое там будет собираться, непонятное. Но мне, в принципе, все равно. Я в любом случае своим билдом, который подготавливаю для вас, сейчас я 100% законтрю любой билд. Сразу говорю, ребят, кто будет использовать этот секретный билд против меня, минус уважение. Минус уважение. Я показываю вам, чтобы вы контрили нежить, а не для того, чтобы вы пинали меня ногами потом. Ты... Не, ну мэрточка... Или Мирана можешь поставить? Я Мирана, короче, поставлю вместо вот этого оленя. Как-никак это 30% уклонения. Лишним не будет. Пару тычек за эвейжу, это хорошо. Хотя на самом деле олень намного лучше танк. Отлично. Там мне еще благодать Дроси упал предмет. Он мне, кстати, понадобится тоже, этот предмет. Ни в коем случае я его скипать не собираюсь. Расстановку как-то так делаю, потому что я хочу побольше маны. Ну, чтобы, короче, Муэрта больше маны имела со старта. И могла сразу перевоплотиться и максимально свои тычки закинуть. Там чувак гоблинов собирает, для меня это вообще не аист. А, вот 9 воинов, кстати, собрались. Ну, все. Чтобы вы понимали, сейчас... Вот я уже говорил не раз в своих роликах о том, что как я
Ненавижу таких вот людей. Вот собирает он 9 воинов, и он просто сейчас своими 9 воинами сбьет мне винстрик. Вот просто помяните мое слово сейчас. Он сейчас 100%, 100%, 200% даю, что он мне собьет винстрик. Вот просто 200% даю. Сейчас он просто приходит и сбивает мне винстрик. Вот проверяйте, прямо сейчас в этом раунде он будет. Вот следующий раунд он приходит ко мне. По-любому. Кстати, чел собрался фиолетового шамана в двойку, а я не могу найти Лонруина. Угу. Угу. Ну вот, кстати, нежить. Боже, как мне нравится тренд. Я не устану об этом говорить, но какая же это имбалансная, жирная паскуда на тренте. Просто насколько же оно имбалансное. Как же хорошо он хилит. Ребята, попробуйте поиграть через трента. Вы будете довольны. Там, кстати, бог-орк собрался. И фуловый мертвец. Ну, по закону подлости ко мне сейчас придет воин, собьет мне винстрик. Потом проиграет игру. Скорее всего. Ну, у меня, знаете, есть такая чуйка небольшая, что он проиграет все-таки свою игру. Но заруинит он мне, будь здоров просто. Просто будь здоров, заруинит мне билд. Еще один кристалл. Но мне уже один кристалл не нужен. У меня и так уже много кристаллов. Мне достаточно уже кристаллов. Мне бы вот второго тира арканцы упали бы еще одни. Я бы просто от счастья писался. И рог войны. Вот 2 рога войны, 2 пары арканцов. И все. Я бы был бы доволен на все 110%. Так, это рыцарь, по-моему, отлетел. Так. На самом деле, на 9 уровне я уже буду ролиться, чтобы выставить свою фуловую синергию, свое тайное супероружие, которое я вот собираюсь сделать. С этим тайным супероружием я смогу такие чудеса творить, ребята. Ребята, и вы сейчас посмотрите просто. Ну, посмотрите. Такого вы еще не видели, я отвечаю. Не, ну может видели, когда-то против вас такое попадалось. Но сразу говорю, ребят, запомните, кто будет юзать это против меня, минус уважение. Просто вот с лёту минус уважение. На самом деле, давно у меня такого хорошего старта не было. Еще лучше было бы, если бы у меня легендарка там приходила, знаете, вот, когда играешь на гоблинах мехах, и вот, чтобы мне цветка, пятерочка пришла, сразу там 8 уровень только апнул, 1% шанса, что она выпадет, и она просто падает. Знаете, вот так, с барской руки. Ну кто? Давай, воин. Мне инча не поможет. Инча, конечно, закинула сейчас свой хил, но она мне 100% не поможет. Тем более, еще посмотрите, вот тренд свою хилочку кинул, а тренд все равно не может себя даже выхилить. Под бафом инчи, я еще раз повторюсь, под бафом инчи я не могу себя выхилить. Ну, вот то, что я говорил. У него сейчас 36 хп, 51 монетка, и я более чем уверен, что чел отлетит. Вот, он меня сбил винстрик, все. Вот запомните, у него еще кираса пришла, кстати. Запомните, короче, что я говорю. Я уже 100-500 тысяч раз сказал о том, что запомните. Вот, запомните все. Ну, в принципе, короче, мне винстрик сбили. Сейчас, наверное, перестроиться не могу. Еще недостаточно фигур, да? Да, я, наверное, сначала немножечко еще апгрейдну свои фигуры, а после уже перестроюсь. У меня еще недостаточно фигур. Вот бы охотник еще быстрее пришел. Орка жреца тоже оставил себе. В принципе, why not? Ну вот, кстати, бог орк. С ним у меня будут проблемы, наверное, если... вот фуловая нежить пришла, да. У меня из-за того, что фигуры слабые, и не выставил свой билд, он меня немножечко пока вынес. Ну, готовься. Я против тебя уже готовлю свое супероружие, ты просто будешь в шоке. Ты будешь в таком шоке, что сам шок будет в шоке. Я же чуть не заговорился в этой фразе. Кстати, зачем мне ВРК? Мне ВРК уже не нужна. Def 3.0. Ух ты, Тайд. Не, ну Тайда можно было бы, кстати, сейчас взять вместо ВРки. Или вместо Мираны даже лучше. Да, вместо Мираны. Мне эти уже выклонения как бы, не нужны. Так, отлично. Так, это с Тусика, наверное, стоит продать. Или кого? Ладно, Тусика продаем. Мне 100% нужен один вот этот вот охотник. Охотник-зверь. Он 100% мне нужен в тройку. Если бы, конечно, он пораньше пришел, было бы вообще идеально. Но, еще одна клятва упала. Но на самом деле мне еще одна клятва не нужна. Вообще не нужна.
О, ничего. Так, ну, в принципе, Бруду возьмем вместо этого. Гримтача возьмем. Тусика возьмем. Ничего возьмем. О! Боже, как хорошо сейчас упало. Отлично. Есть апгрейд. Так, продаем охотников. Все, я буду выстраивать сейчас свой билд. Уже пора. Уже время. Давай, еще один зверь. Тренд это отлично, конечно, но... Собака пришел. Я никого продать не могу. А теперь могу. Взято Зесса, отлично, берем. Мы его по-любому берем, закидываем в трента, это 100%, даже 110% даю. Так, ману закинем ману в инчу, либо в трента. Не знаю, в кого. Вот так, рок войны, чтобы не провтыкать. Теперь надо рольнуть предметы. Надо посмотреть, какие вот эти предметы мне не нужны. Мне нужны икра, либо рефрешер. Так какое... Какое МКБ? Мне ваше МКБ вообще не нужно. Ладно, окей. Окей. Сейчас, конечно, меня вынесут. У меня билд слабый еще. Очень слабый. Короче, я уже... Ну, уже та стадия началась, когда я уже могу поговорить о том билде, который я запланировал для вас. Тут меня вынесли чисто из-за того, что у меня слабый стол сейчас. О, яичко, отлично. Сейчас паролимся, потом поговорим. О, ЛД, отлично. Так. Фуру тройку выставляем. Яйцо в ЛД будем юзать по-любому. Так, охотников продаем. Тебя меняем. Так, тебя ставим сюда, сюда. Так, ману плюс 40 надо, наверное, отдать. МКБ я тебе точно даю. Ману плюс 40 тебе тоже даю. И рок войны тоже тебе отдаю. Все, шикарно. Теперь мне нужно паролиться. Мне нужно найти апгрейд для ЛД. По-любому. О, отлично. Боже, как под заказ залетел он. Всегда бы так приходило. Так, духа ставим. Отлично. А теперь поговорим по поводу моего билда. Это билд через зверей, через суммоны и через друидов. В чем плюсы такого билда? Во-первых, инча хилит. Тренд как танк просто невменяемый, максимально мощный. Просто, ну, вы увидите всю эту реализацию чуть попозже. Ну, я думаю, я доживу до того момента, никто меня не вынесет, потому что у меня уже оверсильный стол. Вот я просто чела вынес, минус 31 ему на лицо ну, просто выкатило. Так, щит хранителей я закину, наверное, все-таки в энчу. Потому что, когда прилетит какой-либо урон, то инча сделает массово свой щит по всем моим героям, которые сейчас стоят на моем столе. Так, отлично. Так, волшебников я оставлю, может богов поставлю. Хотите рофл? Я только что выиграл раунд, не осознавая того, что у меня не стоит фуловая синергия зверей. На всякий случай, кстати, я жреца пятерочку оставлю. Оставлю ее чисто для того, чтобы, если что, вдруг перестроиться в жрецов и законтрить любой билд, который будет против меня. В чем плюсы моего билда? Во-первых, вот сейчас воины пришли, давайте посмотрим, как я его вынесу. Я его сейчас должен без единого шанса выносить. Просто я ему даже подышать не должен дать. Еще орк жест бы в двойку пришел, еще бы Некра и рефрешер пришел, и было бы вообще замечательно. А, он меня вынес. Ладно, воины тут меня, да, испепелили сейчас пока что. Обидно. Кстати, я чуваку Максоте снял. Я Максоте снял винстрик. Шикарно. О, боже, можно так всегда будет приходить? Можно? Чтоб мне всегда за 2 раунда приходил ЛД в тройку. Это было бы просто идеально. А мне скипнуть сейчас нечего. Щит хранителя. Не, ну в принципе можно было бы попробовать МКБ и щит хранителя скипнуть. Что ж ты глаз зачухался? Кстати, там чел на гоблинах мехах играет через вертолетика в двойку. Ну, кстати, это да, огромный минус для меня. Если он соберет синергию Киры, выпадут у него хорошие предметы, то он, скорее всего, меня вынесет без единого шанса. Благодать России все-таки закину в инчу, я думаю, это будет намного сильнее сейчас, пока у меня тренд не в троечку. Когда тренд будет в тройку, там по-любому будет сильнее тренд. У тренда намного жестче и быстрее отхил.
Сейчас я концы посмотрел, чтобы точно грамотно расстановку сделать, чтобы мне хуже не было. Блин, как же Инча долго ману регенит. Вот мне просто сейчас не хватает двух арканцов, чтобы просто максимальный импакт ощутить. Ну вот посмотрите, против меня сейчас бог-орк. Вы просто посмотрите, насколько ему тяжело сейчас. Но у него, по всей видимости, пока маски нету. Но я думаю, даже маска ему сейчас не поможет. То есть у меня настолько сильный билд, что ему даже маска не поможет. О-хо-хо! Я его почти вынес, ему минус 22 прилетело. Еще бы чуть-чуть, и я бы его вынес вообще без единого шанса. Ну, если бы мне тренд еще пришел в тройку сейчас прям, то было бы замечательно. Собака там в тройку. Ну, собака не настолько важна. А вот, хотя, в принципе, собака почему не настолько важен? Важен? Больно. Больно, мне больно. Помним такую песенку, да? Да, я все-таки отдам Трента эту шмотку. Тренд будет намного поярче с отхилом, с дебафом, со всем. В общем, этот билд старого патча, как мы помним, и когда бы изменили зверей, что они начали уязвимость брони уменьшать на 80%, они стакали урон за каждую тычку, то они стали слабее, эти суммоны. Но на самом деле, я поиграл сколько? Каток 5 на таком билде. И хочу сказать, что это оверсильный билд. Боже, некромиконы еще пришли. Вот это вот счастье. Так, мне надо попробовать рефрешер сейчас найти. На самом деле мне МКБ не надо. Я, наверное, сейчас МКБ все-таки скипну. Мана плюс 40 мне надо. Мне мана очень сильно нужна. Поэтому я буду, наверное, МКБ скипать. Боже. Какие же не айс предметы мне пришли сейчас. Ну ладно. Так вот. Вернемся к тому, о чем я говорил с вами. Это о том, что это билд старого патча. Два, наверное, патча назад. То есть до изменения зверей. То есть когда звери стакали урон там, по 6 единиц, по-моему, за тычку, то сейчас звери, они уменьшают уязвимость брони. И я думал, что играть через зверей это сейчас такая огромная ошибка. Но на самом деле, поиграв в каток 5, могу сказать вот прям с огромной уверенностью, что именно играя вот таким вот образом, через друидов, через чистых зверей, через орка, жреца, суммонера, через цемку, либо через богов. То есть тут некоторые билды можно поменять немножко. Можно еще богов поставить, чтобы суммонить намного больше и так далее, и так далее. То есть вариантов куча. Что можно придумать с таким билдом? В чем плюсы билда? Во-первых, это много суммонов. Во-вторых, очень легкая синергия, которая очень легко собирается с самого старта, грубо говоря. То есть ваши друиды, они могут апаться максимально быстро. Если вы еще везунчик, то вам ЛД придет и все как надо придет. Режелис, кстати, пришел. То есть очень комфортный билд. Кстати, я Режевелиса, наверное, поставлю. Тускара сейчас продам, он мне вообще не нужен. Чем я их покупаю? Заметил за собой вот такую тенденцию, что я просто покупаю иногда фигуры, а потом я беру и продаю. Вот смотрите, против меня сейчас бог-орк, против меня гоблин-мех, и вылетел чел на нежити. Не знаю, против кого он там вылетел, но мне не особо это интересно. Мне интересно просто показать вам реализацию. И на самом деле, даже если бы нежить сейчас ко мне пришла, я больше чем уверен, на 150 тысяч %, кстати, у меня орк пришел. Так, манту поменяю сейчас на ЦМ-ку. Замечательно. Я ЦМ-ку купил для того, чтобы мана намного быстрее регенить. То есть 2 секунды стакается, смотрите, оп, мана сразу фуловая. Боже, вы просто посмотрите. Бог-орк ничего не может против меня сделать. Да, у него там Джаггер в двойку, но бог-орк ничего против меня не смог сделать. Остался, получается, гоблин-мех. Сейчас мы и гоблин-меха различем. Ну, я не буду, наверное, Режевелиса собирать, он мне не нужен. Так. Ну, как-то очень быстро было. Очень быстро, я вам скажу. Я не ожидал, что это будет... А, у него не орк, у него Джаггер не в двойку. У него Джаггер в тройку был. А он вертолетик не керил? А кого ты керил? Алхи? Ну, короче.
Что я могу сказать? Вы сами видели, вот вам все перед вами, перед вашими глазами, как бы, ну вот, бог-орк, гоблины мехи. Да, тут, наверное, ошибка в том, что чел не кирил именно вертолетика, он кирил почему-то алхимика. Мне эта причина неизвестна, почему он так делал, но мне кажется, это огромная ошибка. Лучше бы он кирил вертолетика. Может, он в него не поверил, может, ему просто Кира не пришла. Короче, давайте вот я расскажу по этой синергии. Все-таки сейчас максимально сосредоточен, максимально спокойно, не отвлекаясь на игру и все такое. Плюсы моей синергии. Во-первых, это стабильная, хорошая синергия, которая не требует жестких усилий, не требует жестких предметов. Но законтрить, конечно, такой билд тоже можно, но к этому перейдем сейчас чуть попозже. Расскажу вот о плюсах. Плюсы. Легко собирается, легко реализуется, стабильно в топ-3 залетает. Вот я сыграл 5 каток, и я стабильно залетел в 4 катках в топ-1. Билд рабочий на 110%. Чем контрить такой билд можно? Ну еще давайте по плюсам пройдемся. Это то, что это максимально огромный пуш, максимально много суммонов. То есть вы чуваку просто даете им по минус 30 в лицо. Если у вас там вы еще можете скомбинировать с богами. Там, то есть, короче, вариаций, как можно переиграть этот билд, огромен. Вы можете поставить орка-жреца. Вам, если упадет пару талисманов богов, вы можете 4 бога поставить и просто засуммонить фурионом, орком-жрецом. То есть вы такую можете кашу здесь сделать. Ну просто, не оставить ни единого шанса. Вы сами видели, что только что случилось с богом-орком через Джаггера. У Джаггера хорошие шмотки. Радик, Алое Сердце и маска 5 тира. Но даже это его не спасло. Это очень сильный билд, очень хороший. Я рекомендую вам сыграть просто один разочек на нем, и вы поймете, о чем я говорю. Это круто. Я на самом деле очень удивляюсь Трента. Его когда переделали, Трент стал такой машиной. Просто машина для убийств. Это кусок мяса, который вас выносит. Просто представьте, что из доты Аксу дадут его пассивку, и он будет просто раскручивать всех. Вот только в этом счастье сейчас вот у нас есть такой тренд, который просто кусок мяса легко собирается. Душнила такая, дебафает скорость атаки, дебафает урон от одной цели, хилит себя невменяемо. Да, 4 секунды длится, но извините меня, вы сами видели импакт. Вот это вот бревно нереально хороший танк. Рекомендую. Я рекомендую каждому это. Вот. Минусы. Кто может законтрить такой билд? Я думаю, фуловые охотники могут очень хорошо этот пуш расчехлить, если же там сыграть через какую-то медузу, либо же через синергию Киры, через Муэрту ту же. То есть, думаю, тут понятно, дальше как бы не стоит рассказывать. Я думаю, убийцы-ведьмаки тоже могут спокойно расчехлить этот билд, и ничего вам здесь не поможет, особенно если будет темпларка. Но это я думаю так. 100% это не будет работать против Свена через Ведьмаков-драконов. 100% не будет работать. Может и будет. Не знаю. Может, наверное, не будет работать. Я, по крайней мере, так думаю, что не будет работать. А как оно в действительности, вы напишите мне в комментариях, что думаете по этому поводу. Так что вот. И в принципе все. Думаю, тут больше нечего даже сказать. Я думаю, даже гритеры не справятся с такой темой. Хотя, наверное, будет зависеть от того, какой гритер. Потому что гриты бывают разные. Еще, кстати, чуть не забыл. Кунг-фу снесет вас. Если у него хорошие шмотки упали, забудьте, кунг-фу вас будет сносить. Я более чем на 90% уверен, что кунг-фу будет этот билд просто выносить налегке. Как-то так. В принципе, все. В комментариях пишите, что думаете по поводу этого билда. Напишите тоже, байт на комментарии. Байт на комментарии, ребят, обязательно. Все. Вот как я говорил свою фразу на ныл, сейчас это байт на комментарии. Что думаете по поводу этого билда? Плюсы и минусы расскажите со своей стороны, что думаете об этом. Я свои плюсы и минусы сказал, как контрить, в принципе, сказал, против кого они хороши, тоже, в принципе, сказал. Кстати, нежить выносит просто подчистую. Даже если там Муэрту в тройку, просто забудьте. Кирасу на Трента накидываете и все. Пока Муэрту там отстреливают этих сумоны, вы спокойно разберете всю толпу и потом толпой начнете газить эту Муэрту. Бывают все-таки разные моменты, я сразу говорю. Рандом все-таки влияет на качество этой сборки. Где она еще не влияет. То есть, если чулу там Муэрта в руку придет с хорошими предметами со старта, а вы, извините, будете там всякие мечи ролить, там всякие БФ ролить, то, в принципе, вы можете перестроиться в Киру плюс рыжий лист через зверей. Я думаю, это тоже будет очень круто. Я еще запишу, я постараюсь записать, как сейчас чувствует себя рыжий лис в текущей мете. Как-то так.
Ну, в принципе, все. По поводу сегодняшнего стрима, ребят, я напишу в телеграм-канале, во сколько и когда он будет и тому подобное. Там я буду собирать лобби с подписчиками. Как-то так. Ну, в принципе, все. Всем огромное спасибо за просмотр. Не забудьте оставить свой лайк, комментарий в поддержку моего канала, потому что ваш каждый лайк и комментарий очень хорошо продвигает мои ролики в тренд. Поэтому, ребят, не забудьте, уделите минутку времени, особенно если ролик вам понравился. И также в комментариях закреплен телеграм-канал, в котором я веду свой личный блог, у нас там чат комьюнити и так далее, и так далее, и так далее. Я уже это говорил 1000 раз. Сегодня что-то необычное хотел сказать. Всем спасибо и всем удачи.